Я остановился возле дамбы. Посмотрите, какая тут красота изумительная. Просто так и хочется туда нырнуть. На улице уже жара, уже 30 градусов. На самом деле у этой дамбы не очень хорошая история, потому что построили ее во времена Красных Кхмеров. Красные Кхмеры строили очень много дамб и каналов. И сейчас это на самом деле большая проблема для исследователей, потому что каналы Красных Кхмеров легко можно спутать с древними каналами. Ну, честно говоря, мы даже не знаем, может быть, они и не свои каналы копали, а восстанавливали древние каналы. Очень мало информации об этом, безумно мало. Я, в принципе, кое-что нашел и буду все это, конечно, изучать, штудировать, чтобы случайно не сболтнуть какую-нибудь ерунду. Ну, типа сказать, что это древний канал, на самом деле его строили Красные Кхмеры, уложив десятки тысяч людей просто. Ну, представляете, они все это делали вручную, все каналы копали вручную. Вот посмотрите на фотографии. Это было просто ужасно. А сейчас здесь, видите, люди ловят рыбу. Прекрасно. Прекрасно. И знаете, на самом деле в Камбодже рыбы очень и очень много. Она заводится буквально в каждой луже в сезон дождей. Ну, а уж в таких местах лови, всю не переловишь никогда. Не, ну вот заметьте, да, и никому это не мешает. Пожалуйста, ловите себе рыбу. Рыба – народное достояние. А где-нибудь в Европе нужно покупать билет для рыбной ловли. Ну, там, наверное, рыбы так много нет, поэтому они стараются ограничивать. Не знаю, как в России сейчас. Можно еще бесплатно рыбку-то ловить? Ну, вроде как в Питере в Неве ловят. Так, где мой? Видите, все одинаковые, потому что все в деревнях ездят либо на Honda Dream, либо на Honda Wave. Ну вот, пожалуйста, вот он, Honda Dream. И вот тоже мой Honda Dream. Самая проходимая модель, самая лучшая, поэтому если вдруг надумаете путешествовать по Камбодже и не хотите ехать на большом тяжелом мотоцикле, потому что, ну, если он упадет, вы поймете почему. Вот. А этот ничего не весит, его даже девушка может спокойно поднять, вытащить откуда угодно. Ну все, надо ехать, надо ехать. Так, ну вот опять я свернул с главной дороги на грунтовку и снова еду по какой-то камбоджийской деревне в поисках очередного интереснейшего объекта. Очередного объекта, который вам не покажет никто, кроме нашего канала. Ой, какие же вы маленькие, господи. Так, ехать тут совсем недалеко. В этот раз, я надеюсь, навигатор меня не подведет, как обычно. Пошел дождик, представляете, обещали сухую погоду. Я, собственно, вчера не поехал, потому что с сегодняшнего дня у нас тут обещали сухую погоду. А сейчас посмотрите, как мрачно, да, это я прям вижу на мониторчике камеры, как это все выглядит. Ну, ничего, чай не сахарный, не растаю. Все-таки это Камбоджа, это не Мурманск, поэтому местные дожди переносятся вполне себе легко, если это не тропический ливень. Но тропический ливень в середине ноября – это вряд ли. Интересно, что крестьяне, ну сейчас не знаю, хотя я полагаю, что в глубинке Камбоджи это до сих пор происходит. Крестьяне содержат быков, вот этих вот он, бычок маленький, и буйволов в качестве тягловых животных. То есть в сухой сезон они используют быков, а во влажный сезон
более сильных буйволов. Так, и где у нас тут? Тут кругом собаки, поэтому останавливаться предельно опасно. Ну, остановиться придется, потому что мне надо понять, куда ехать. Вот, все. Поехали. По идее, там должен быть современный храм, современный монастырь, на территории которого находится тот объект, который мы ищем. Ну вот, надеюсь, что мы до него доберемся. Дорога уже становится немножко неуютной. Так, пока прямо, да? Пока прямо. Хотя странно, я увидел ворота монастырские слева, но может это какой другой монастырь. Как я уже говорил, каждый монастырь Камбоджи находится на месте какого-то древнего здания. Не буду говорить, что это храмы. А то многие возмущаются в комментариях, почему вы их называете храмами. А как мне их называть? Я что, знаю предназначение этих зданий, что ли? Так, и... Так... Говорит, налево. А, вот дорога налево, я вижу. Тут большие дома, видите? Так, вот дорога налево. А у нас опять грязь. И опять веду одной рукой, как бы не поскользнуться. Так, ну все, потерял уже Google мою точку. Действительно надо было заезжать в монастырь с той стороны. То есть Google, ну, как обычно, он не может без сюрпризов. Это глина. Откуда на нашей планете столько глины? Вся Камбоджа покрыта толстым слоем глины, вот буйволы. Сейчас мы все найдем. В общем, понятно. Google опять завел не туда. Поэтому, друзья, если вы вдруг отважитесь в одиночку путешествовать на мотобайке, то учтите, что на Google положиться нельзя. О, чуть не упал. Одной рукой тяжеловато по влажной глине рулить. Вот здесь надо поворачивать было. Вот здесь сейчас и повернем. Вот мы здесь сейчас и повернем. И въезжаем прямо на территорию монастыря. Куда ехать, куда идти, где искать, я не знаю. А, нашел. Ой. Мы хотели разъехаться, но чуть не столкнулись. Вот он. Это хороший пример того, как старые здания приспосабливали на новый лад. Большинство храмов Камбоджи, кроме совсем уж заброшенных, находящихся где-то в джунглях уже на протяжении там столетий, большинство храмов Камбоджи все-таки переиспользовались.
То есть это было переиспользование буддистами индуистских храмов, а уж про индуистов-то мы вообще не знаем на самом деле. Так, сейчас секунду, я телефон заберу с собой. Вот. Вот. Сустай. А про индуистов мы вообще не знаем, да? У меня подозрение, что они тоже переиспользовали под храмы какие-то постройки, которые были совсем не для этого предназначены. Но здесь мы опять видим типичный 8-10 век или даже 7, может быть. Ну, сейчас будем изучать. Как чудесно эта башня сверху заросла травой. Ну, видите, ее, наверное, расчищают регулярно. Так, мы сейчас находимся с заднего входа. Как вы видите, здесь фальшивая дверь. Башня из кирпича. Так, на самом деле никаких практически данных по этому комплексу у нас нет. Так, здесь у нас тоже, как вы видите, фальшивая дверь. А с восточной, с главной стороны, пристроена вот эта вот современная уже пагода, но мы сможем подойти и сюда поближе и что-то здесь увидеть. Увидеть здесь какой-то нереальный совершенно барельеф. Посмотрите на эту красоту. Вау! Тут у нас слон, а на слоне бог Индра с Ваджрой. Ваджра тоже, да, загадочное оружие. Посмотрите, давайте посмотрим вот здесь, вот на вот эти тончайшие узоры. Ну давайте, вот мой палец, и посмотрите на эти узоры. А здесь, посмотрите, оно уходит туда, внутрь. Оно вот туда, внутрь уходит, и там тоже проработано. Здесь оно тоже уходит очень глубоко. А здесь, посмотрите, вот такая линия идет. Тоненькая, тоненькая. А как это можно делать в песчанике, чтобы ничего не обломилось? То есть представьте себе блок... Ой, господи, меня испугал геккон. Из-под моей руки выскочил. Наги. Вот посмотрите на эти тонкие зубки. Это вообще нереально. Они с кончик зубочистки. Это кончик зубочистки, ребят. Это что-то вообще фантастическое. Наверху сидят еще какие-то божества. Вы видите? Здесь у нас лев, который из пасти своей что-то извергает. И здесь такой же лев, который тоже из пасти своей что-то извергает. Так. По краям, да, мы видим только нагов. То есть, ну да, это ближе к X веку. Вот здесь у нас потрясающие толстые такие хорошо обработанная колонна. Ну, действительно удивительно обработанная, но недоделанная чуть-чуть. Посмотрите. Видите, вот это любители литья. Вот вам, пожалуйста. Это все делалось вручную. Вот, видите, раз и не закончили. Тут тоже вроде как уже даже начали, но не закончили. Ну, почему-то они так решили. А с этой стороны то же самое. Вот посмотрите, видите, начали, не закончили. Начали и не закончили. Вот тут тоже. Вот, видите? Вот такие штучки сделали. Нет, тут все закончено. Зря я говорю. Вот здесь не закончено. Вот здесь, видите, такой хитрый узор. Вот он идет, бац. А здесь его нет. Ну что, дверную коробку изучим. Конечно, опять, как обычно, идеальный стык под углом 45 градусов, переходящий в горизонталь. Здесь у нас опять вот эти вот фантастические прорези, которые, ну, попробуй повтори в песчанике. Ну, давайте внутрь зайдем теперь. Так, внутри у нас тут сделали святилище. Это статуя, конечно, современная. Очень неуютное место, толстенные стены, здесь где-то метр толщиной стены. Непонятно, для какой цели строили такие толстые стены, который раз удивляюсь. Ну, а здесь какой-то пьедестал, кстати, древний, хороший, качественный пьедестал. Но слегка замыленный. Все-таки эрозия, но тем не менее. Посмотрите, как вам такое, Илон Маск. Да, друзья. Ну вот здесь туристов не бывает вообще никаких.
Ну, когда-то был потолок, видите, карниз идет по кругу. Когда-то был потолок. Что это вообще за здание? Тут все очень странно. Ну вот толстая стена, да, где-то метр толщиной получается. И здесь у нас, как обычно, такая пирамидальная выемка. Они есть практически везде, вот в таких вот кирпичных башнях. Для чего они были нужны, не знаю. Ну, говорят, там статуи какие-то стояли, может быть. Слушайте, ну, барельеф, конечно, чудо. Вот этому барельефу, по идее, место в музее, но он и здесь себя неплохо чувствует. Вполне себе. Вот под ветрами, под дождями, да, но все равно все сохраняется. Слушайте, ну здорово, здорово. И вот таких башенок, да, их много-много-много сотен по всей стране. А сколько не сохранилось, это вообще даже страшно себе представить. Сколько не сохранилось таких башенок. Ров вокруг комплекса. Это тоже, опять же, древний ров. Видите, вокруг каждого комплекса, неважно какой он был, большой, маленький, вот такая или крохотная по камбоджийским меркам башня, или же это гигантский комплекс, ров всегда был внушительных размеров. Тут ничего не скажешь. Для какой цели им нужна была вода, непонятно. Ну, понятно, что ученые рассказывают про какие-то ритуальные цели, что это символизирует мировой океан. Ну, знаете, таких объяснений я могу придумать вагон и маленькую тележку. Подтверждений этому нет. Нигде. В эпиграфике нет никаких этому подтверждений. Он даже на лодке они плавают по этому рву. Кстати, был ли он облицован? Такое ощущение, что нет. Такое ощущение, что нет, потому что, как правило, всегда что-то где-то да выдает облицовку, где-то да торчит кусочек песчаника или латерита, но, очевидно, не здесь. Ну что, друзья, будем двигать дальше. А, кстати, пагоду построили в 2004 году, да, то есть до 2004 года, очевидно, эта башня стояла здесь в гордом одиночестве. Ну все, друзья, садимся и едем. Фу, друзья, ну что ж, завершающий аккорд сегодняшнего дня и, пожалуй, самый интересный объект называется Прасад Андет. Тоже, конечно, совершенно не туристическое место. Здесь не то что туристов, здесь людей-то нет. Если честно, я еще никого не встретил по пути. Ну ладно, давайте же посмотрим, что это такое. Ну опять информации, конечно, минимум, поэтому я даже не знаю, что здесь и где искать. Но с этим храмом, который называется Прасад Андет, связана интересная история. Здесь было найдено 2 статуи Харихары. Харихара – это такое синкретическое божество. Кто не знает, тот может почитать. У меня в телеграм-канале есть статья. Синкретическое божество, которое было очень популярно здесь в начале 1-го тысячелетия. Ну, в первые века 1-го тысячелетия. Это смесь Вишну и Шивы. То есть одна половина тела – это Вишну, другая половина Шива. И вот одна из этих статуй находится в Национальном музее города Пномпень. Совершенно потрясающая. Совершенно, кстати, не азиатская статуя. Ух ты! Как неожиданно. Шел, рассказывал и вдруг вырос. В общем, этот Прасад Андет официально относится примерно к 7 веку. То есть это самое старое из всего, что я сегодня посмотрел. Ну, кстати, его, я вижу, реставрировали немножко. Это видно. Вот, пожалуйста. Это у нас реставрация. Они, конечно, очень сильно стараются, молодцы, но у них ничего не получается. Сравните вот эту кладку, вот она. Вот там нет раствора, да. Это просто, ну, это не раствор, да, это не раствор. И вот современные реставраторы, они, конечно, без раствора не могут. И я не знаю, по мне не надо это реставрировать, это надо консервировать, чтобы оно дальше не разваливалось, но реставрация к чему, зачем?
теряет свою ценность здание после реставрации. Так, ну это у нас все фальшивые двери, да? Выглядит он так же, как выглядят такие же кирпичные башни в Таиланде. То есть вокруг все замощено, и мы вообще не понимаем, на чем это стоит, как стоит. Стоит, кстати, на холме. Вот высота этого холма. Пожалуйста, я вам ее привел. А здесь, кстати, планировалось явно что-то, планировался какой-то барельеф, но он не был завершен. Видите, кирпичный. Кто там сигналит? Интересно. Ой, ну да, здесь мы видим круглые колонны. Это, конечно, у нас, я думаю, даже не 7 век. Я думаю, что это век 6-5, ребят. Вот это находочка. Вот это потрясающе. То есть в районе Анкора ничего подобного нет в принципе вообще. Такой древности в районе Анкора нет. То есть там 7 век, это самое раннее. Перемычка вообще необычная. Посмотрите, посмотрите на этот барельеф. Ну, кто смотрит мой канал, я сейчас попытаюсь его снять. Не знаю, что у меня получится. Так, секунду. Немножко камеру настрою. Может быть, я даже что-то вам наверху и покажу. То он вообще не похож. Он вообще не похож ни на что. Ой, ребята, это другая культура, другая цивилизация. Это можно сравнить только с Самбор-Прайкуком. Вот, пожалуйста, плейлист в описании к этому ролику. Самбор-Прайкук, посмотрите, я там снял несколько видео. Это совершенно удивительное место. Одни из самых древних построек в Камбодже. Давайте зайдем внутрь. Так, тут у нас из песчаника ступени. Здесь, кстати, надпись есть какая-то. А нет, это только написано сверху. Я думал, что здесь есть что-то древнее, но нет. О, тут прям большое помещение. Ну и крыша здесь целая. Крыша, кстати, пирамидальная. Ну да, это вот 6-й, самое позднее 7 век. Вот такая пирамидальная крыша. Все очень сильно отличается от того, что мы видим в Анкоре, или даже вот если брать здания 8 века. Ну, здесь, наверное, ничего ценного нет. Так полагаю, кроме вот этого вот пьедестала древнего, в котором уже ничего не разобрать, потому что он весь покрыт воском от свечей. А дальше, что за постамент? Бетонный, современный. Так. Да, вот такая вот пирамида кирпичная. Ну, как я говорю, Камбоджа страна пирамид. Ну да, как составлена дверная коробка, сразу говорю, это не позже 7 века. То есть 7 век это реально, ну, крайняя дата. На самом деле, конечно, это скорее век 6-5, особенно вот эти колонны. Ну да, это самые древние по виду колонны вот из всего, что есть в Камбодже. Вот именно такого вида, с такими узорами колонны, это самые древние. У нас все очень сложно с датировками, поэтому я все время так, знаете, неуверенно говорю. 6, 5, 7 век. На самом деле это может быть и 4, 3. Кто же знает-то, кто же считал-то? Ну и, как обычно, ров без рва никуда. Как обычно, вокруг был ров. Холм искусственный, говорят. Ну, может быть, это пирамида. Знаете, пирамид в Камбодже очень много. Большинство из них находится под землей. И только вот в последнее время с помощью лидара выяснили, что в Камбодже под землей хранится еще много тайн и сокровищ. Но мы здесь, боюсь, уже с вами ничего не увидим. Да, это достойное завершение сегодняшнего дня. Сейчас я прямо резко отправлюсь в отель. Я уже жутко устал, если честно. Мне очень повезло, что сегодня не жарко, прохладно. Шерстяной свитер я, правда, снял.
Еду в рубашке. Ну вот кусочек песчаника. Ух ты! Он прям врос в землю, его оттуда не достать. Ага. Ну, это все уже, конечно, в наше время было сделано. То есть тут мы ничего древнего не обнаружим. Много таких вот, знаете, псевдоискусственных холмов. Вернее, искусственных псевдохолмов, скажем так, которые на поверку оказываются пирамидами. Это я вообще не знаю, что за холмик тут насыпали. Да. А вокруг я что-то особо ничего и не вижу больше. Ну, вот ров он отчетливо выделяется. Там у нас опять кладбище, как мы привыкли. Давайте немножко пройдемся по деревенскому кладбищу. А вот там за воротами сразу начинается канал. Канал течет в Великое озеро, Тонле-Сап. Ну так переводится, Великое озеро. Это самое большое озеро в Юго-Восточной Азии. Вот оно туда, направо, если дальше поехать. Рано или поздно оно там будет. Это единственное озеро в мире, которое в 3-4 раза увеличивается, уменьшается 2 раза в году. То есть один раз увеличивается, один раз уменьшается. Но это связано с уровнем воды в Меконге, который питает это озеро. Ну, вот такие вот прям, смотрите, семейные склепы. Огромные шикарные дома. А там урны. Ой, не урны, ступы поменьше. Ну, в общем, такое вот кладбище. А вот там китайские могилы. Давайте подойдем. В Камбодже очень много этнических китайцев проживает. Несмотря на то, что красные кхмеры их убивали вместе с вьетнамцами, ну и там, с какими-то другими меньшинствами. Ну, в основном китайцы и вьетнамцы, конечно, да, страдали от целенаправленного уничтожения. Вот. Но, слава богу, их еще осталось много. И вот когда они умирают, то они находят последний приют в таких красочных могилах. Посмотрите. Ну, красота же, да? Просто красота. Умиротворение. И слушайте, ну реально, ни одного человека. Ни одного человека. Класс. Просто класс. Солнце еще высоко, поэтому я засветло приеду в отель. Мне надо сегодня хорошо отдохнуть, потому что завтра будет тяжеленный день. Почти 70 километров в одну сторону, потом целый день съемок в этом огромном городе, 23 квадратных километра, куда я направляюсь, собственно, да, главная цель моего путешествия. Вот, а потом обратно еще 70 километров к отелю, обратно. Фу, заговариваться уже начинаю, потому что ничего не ел, экономил время, а сейчас уже и есть бессмысленно. Приеду в отель, возьму кофе и съем всю еду, которую я заготовил себе на дорогу. Ну ладно, друзья, еду в отель. Устал. Ну все, съехал я с 6-й дороги, с этой сумасшедшей. Свернул вот на эту вот маленькую проселочную дорогу, которая ведет мимо древнего города Ишанапура, Самбор-Прайкук. Смотрите видео у меня на канале. Плейлист есть в описании к этому видео. Вот. Ну, мне еще ехать 70 километров. Я хотел вообще нигде не останавливаться, просто вот за один присест от последнего объекта доехать до отеля, но тут увидел кофе. И понимаете, я еще за сегодняшний день ни разу не ел, кроме завтрака. Фу, друзья, тяжело, конечно. Тяжелая экспедиция, это всего лишь первый день. Вот, кстати, классные такие штуки продают. Ну, я не уверен в полезности этого всего. Но если вы будете путешествовать по Камбодже, то вот кусочек стоит $1.
4000 это $1. Тут у них все почти по 4000. Кроме суши. Чикен суши, смотрите. А еще говорят, что вы только в России издеваются над суши. Нет, в Камбодже тоже. Ну все, я сейчас вот здесь посижу, отдохну. Хотя нет, сидеть не буду. Насиделся я уже. И поеду дальше. Вон ман? Байпон? Байпон прам? Ребят, ну это совсем издевательство. Знаете, сколько кофе стоит? 3500 за чашку кофе. Это меньше $1. Потрясающе. Акон. Акон. Фу, ну вот и столик. А вот и кофе. Прекрасный американо. Я даже еще шлем не снял. Гляньте, какие друзья тут мимо идут. Мы с Тамарой ходим парой. О, кофе прекрасен. Слушайте, ну я сейчас оживу. В общем, 70 километров мне осталось. Ну, значит, где-то минут за 50 я должен добраться. Я не знаю, как там будет дорога, насколько она будет хороша. Ну, надеюсь, что все-таки на всем протяжении она будет не хуже, чем здесь. Ну вот, друзья, я и добрался наконец-то. Смотрите, мне дали VIP room. Смотрите. О, какая красота. Видали? Смотрите. Живопись. Живопись. А здесь у нас что? Неужели балкон? Здесь очень интересное пространство, посмотрите. Оно полностью закрытое. То есть это как будто бы балкон, но как будто бы и не балкон. И вот с такой вот люстрой. Честно говоря, вообще не понимаю, что это. Ну ладно, окей. Хорошо. Ну что, друзья, на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию этого увлекательнейшего путешествия. Ну, а я завтра поеду туда, куда и собирался. В древний город Приакан, Кампон Свай. Я думаю, это будет безумно интересно. Подпишитесь на телеграм-канал Друг Аркадий. Ну и кто хочет нас поддержать финансово, добро пожаловать на Бусти, канал Мир на блюдечке. 200 рублей в месяц стоит подписка. По цене чашки кофе сегодня. Ну что, всем пока и до новых встреч.